Всем добрый день, друзья мои. Перед вами царица богов Кибелла. А рядом с ее троном стоят земные цари. Царь с царицей. Для чего я создала подобный алтарь? Подобный алтарь, как нельзя, кстати, подходит для ритуалов, заговоров власти. Так я, наверное, и назову. Властные заговоры. В этом мире мы уже пришли к той истине, что мир принадлежит сильным людям, а остальные всего лишь для исполнения их цели. Ну, так уж получается. Либо ты волк, либо ты овца. Но волк не в том понимании, чтобы беспредельно творить все, что хочешь, а защищать свое, идти вперед и порой завывая от боли, найти в себе силы, не жалеть себя, а вести к цели. И поэтому, естественно, нам всем нужны заговоры, ритуалы. Я их дарила огромное количество для того, чтобы добиться своей цели. Кибелла сидит на троне. Перед ней покорно стоят цари. Земные цари или земные люди, сильные мира сего, они тоже подчиняются богам. Так вот, я намекаю на то, что если вы обращаетесь к богам, то никакие земные цари не могут вам препятствовать или мешать. Что вы можете земных царей, правителей и сильных людей подчинить своей воле, по крайней мере, получить с них то, что вы хотите, смотря насколько вы сильная личность и насколько от вас исходит этот настрой волевой, вы можете их подчинить своей воле и незаметно для них диктовать им свои желания и условия. Вот к чему этот алтарь. Если вы обращаетесь к силам богов, через них даже цари вам начнут подчиняться. Но хочу, чтобы вы не обольщались, чтобы человек с куриными тупыми мозгами, с безвольной душонкой не думал о том, что он может подчинить себе кого-либо. Только сильная натура, верящая, почитающая силы мироздания, только такие люди, идущие к цели и желающие получат от богов помощь в покорении и в подчинении сильных людей своей воле. Итак, когда вы хотите, чтобы было по вашему желанию, идете разговаривать с директором, с начальником, или хотите, чтобы в окружении слушали вас, и чтобы ваше слово было главное и прошло, то перед тем, как идти, 6 раз читайте и выходите из дома. Иду, иду, иду. На черном коте. Веду, 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 всех за собой веду. Всех запутаю, в туман окутаю, и все по-моему будет. Сила со мной прибудет. Заклято. Еще раз. Иду, иду, иду. На черном коте. Веду, веду, веду. Всех за собой веду. Всех запутаю, в туман окутаю, и все по-моему будет. Сила со мною прибудет. Заклято. И спокойно выходите из дома. И то, что вы запланировали, будет так, как вам хочется. Начитать можно на мужа, на свекровь, на свекра, на начальника. В общем, на человека, который хочет в данный момент диктовать свою волю вам. А вы хотите, чтобы было так, как вам надо, и чтобы вас выслушали, сделали, как вам хочется,
тайком для себя, шепотом 10 раз прочитайте, а потом идите разговаривать с человеком дальше. Ты голова, а я шея. Куда шея повернет, туда голова и повернется. Авракалам, авракалам, авракалам. Истинно. Еще раз. Ты голова, а я шея. Куда шея повернет, туда голова и повернется. Авракалам, авракалам, авракалам. Истинно. Читайте 10 раз и идете продолжать беседу. Ну, под предлогом выйдите ненадолго. Или вообще начитайте, когда они у вас дома, или перед разговором с мужем, пока он не приехал, или где-нибудь в уединенном месте. И очень быстро этот конфликт, скажем так, угаснет, и будет так, как вам хотелось. Дальше. Чтобы вам не отказали. Чтобы вам не отказал муж, если вам нужны деньги на какую-то покупку. Чтобы вам не отказали в повышении зарплаты, в хорошей должности, одним словом. Делайте это некоторое время, потому что для хорошей должности недостаточно просто шепотка, но перед тем, как сделать, например, на карьерный рост, есть туп Лаврентий, мой ритуал можете провести. А потом, перед тем, как идти, поговорить, вот начитывайте. В принципе, начитывайте для, скажем так, определенных своих дел, чтобы вам не отказали. Черт мою заботу себе бери, а мне помоги и подсоби. Не будет мне отказа ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу. Бери себе, черт, мою заботу, а мне дай мечты исполнения. Таково мое веление, заклято. Еще раз. Черт, мою заботу себе бери, а мне помоги и подсоби. Не будет мне отказа ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу. Бери себе, черт, мою заботу, а мне дай мечты исполнения. Таково мое веление, заклято. Поскольку здесь 6 дней недели упоминаются, воскресенье обычно в заговорах редко упоминается, поэтому читать 6 раз. И идти, поговорить, объяснить или сделать, как вам хотелось бы, чтобы случилось так, как вам хочется. То есть подчинить ситуацию себе, своей власти. Когда вам нужно, чтобы вам не отказали. Обязательно выслушали хотя бы, чтобы было, как вы хотите, чтобы к вашим словам отнеслись серьезно. Перед тем, как идти, говорите. Ну, и это можно и к сыну применить, и к мужу применить. Это власть. Свою власть над человеком. Матерь своему дитя не откажет, а мне ты, имя, ни в чем отказать не сможешь. Выслушаешь и поможешь. Истинно так. Читайте это несколько раз, пока голова не закружится. И после этого идите уже говорить и просите диктовать свою волю. Потому что это вам покажет, что у вас уже достаточно энергии для того, чтобы убедить человека в том, что вы хотите. Матерь своему дитя не откажет, а мне, имя, ты ни в чем отказать не сможешь. Выслушаешь и поможешь. Истинно так. Далее. Чтобы помогли, подсобили вам в вашем желании, вашей просьбе, в вашем плане. Перед тем, как идти, или даже если вы идете в общество, перед тем, как выйти в общество, чтобы ваше слово было главенствующее, чтобы вас слушали, в чем-то помогли, если этот момент для вас важен, если вы не просто так на это мероприятие, извиняюсь, пришли и так далее. Читать нужно на воду, умыться и вытирать подолом или майкой. Читать 6 раз, после чего умыть лицо и вытирать подолом. Я иду, как царица среди подданных. Я главнее, все подо мной, и бояре, и князья. Царице никто отказать не смеет, и мне отказать не посмеют. Да будет так.
Я иду, как царица среди подданных. Я главнее, все подо мной, и бояре, и князья. Царице никто отказать не смеет, и мне отказать никто не посмеет. Да будет так. Следующее. Если человек ни в какую не хочет вас выслушать, ни в какую не хочет сделать, как вам хочется. Применяется это и для сына, и для матери, и для мужа, и для соседа, для кого угодно. Черная свеча восковая читается ночью 00 часов до 03. Читается это 33 раза. После чего эту свечу относите с 33 монетами, оставляете как откуп под деревом на следующий день, естественно. Свеча горит и плавится, твоя воля мне подчиняется. Свеча тает и сгибается, воля твоя предо мною склоняется. Заклято. Для того, чтобы оно было действенно, представьте человека перед собой или положите фото перед собой. Внимательно смотрите прямо в переносицу, то есть между глаз. Вот где третий глаз или где, скажем так, дорога к подсознанию называется. Воздействуйте на этого человека. Почему ночью? Ночью, когда человек желательно, чтобы он спал, чтобы вы воздействовали на его подсознание. Вы можете ему присниться, внутри что-то будет. Даже бывают случаи, когда человек слышит ваш голос. Кому я давала, они говорили, ночью он проснулся, мне звонит, говорит, ты что, ведьма, что ли? Я твой голос слышу в доме. Вы внушаете ему, чтобы он сделал так, как вам хочется. Еще раз. Свеча горит и плавится, твоя воля мне подчиняется. Свеча тает и сгибается, воля твоя предо мною склоняется. Заклято. Можете просто у себя ручкой отмечать. Сколько раз читаете, где-нибудь там на блокноте пишите. 1, 2, 3 и так далее. Это можно. Концентрируйтесь и проведите. И результат не заставить ждать. Чтобы подчинить волю человека. Положите его фотографию лицом к полу, встаньте ножками на эту фотографию в сумерки, когда темно, неважно, ночь, вечер, когда темно. Уединяйтесь, естественно. В руке держите черную свечу, зажигайте, зажгите таким образом или возьмите какой-нибудь подсвечник, чтобы удобно было, чтобы не капало на руки, потому что черный воск, он очень такой болючий. И нужно читать 13 раз и топчитесь ножками вот так по этой фотографии. В конце потушите свечу и вместе с фотографией спрячьте. На следующий день берете новую свечу. И так 6 дней к ряду. 6 вечеров или сумерков к ряду это делаете. В конце 6 свечей относите под дерево, закапываете и оставляйте там откуп. Да, читать 6 раз. Иногда оговариваюсь, но я думаю, что все понимают, мы все живые люди, особенно если человек так загружен, он может и оговориться. Внизу всегда четко, ясно дается инструкция. Итак, говорим. Топчу твою волю, себе подчиняю. Что хочу от тебя, то и получаю. Здесь можете четко, конкретно сказать, что вы хотите. Дай мне должность, которую я прошу, или дай мне сумму денег, или услышь меня, или сделай, как я хочу, или помоги мне в таком-то вопросе, понимаете? И в конце Мардуирак, Инвас, Захир и Дуимир. Заклято. Еще раз. Топчу твою волю, себе подчиняю. Что хочу от тебя, то и получаю. Мардуирак, Инвас, Захир и Дуимир. Заклято. Еще раз говорю для тех людей, которые не имеют ни чуткости, ни воспитания, ни такта, ничего. Приходят и начинают. А ритуалы вот где? А вот покажите, а где напечатали? А напечатаете или нет? А вот напишите внизу слова. Я этих людей просто блокирую.
Просто блокируй и все. Потому что вы не с пещер. Если вы с пещеры, идите в пещеры. А в нормальном человеческом обществе есть понятие такт, стыд, совесть, понимаете? Тем более, если вы сидите уже несколько месяцев и видите, что всегда за короткое время печатают и под роликами ставят все ритуалы. У вас должен быть просто элементарный стыд, понимая, что вам и так бесплатно столько дарят. Особенно ритуалы, например, на русском языке вы прекрасно можете остановить и переписать сами, не дождавшись, пока вам прям вручат в руки. Это не наша обязанность, понимаете? Мы это делаем, это просто жест доброй воли. Не надо это принимать как за священное обязательство. Мы за это деньги не берем. Мы за это ничего не берем. Мы просто дарим. Можно просто спасибо, просто благодарить, просто внутри себя быть человеком, а не свиньей. Потому что у свиньи участь плохая, понимаете? На какое животное вы уподобляетесь, такой судьбой жить будете. Вот и все. Подчиняйте себе, своей воле, пространство и мир. И запомните, миром правят сильные, остальные просто служат их цели. Вы будете либо в загонах человеческих, либо этими загонами будете руководить. Как бы это страшно ни звучало, но многие властимущие, которые поднялись туда с большими желаниями помочь человечеству, в итоге поняли, что такое человечество, и просто перестали даже думать о них. Вот, к сожалению, это так. Общество само рождает монстров. Всем удачи и всех благ.